Скульптор Эрнст Неизвестный покинул Советский Союз в 1976 году, как он сам вспоминал, из-за эстетических разногласий с режимом. Получив более 50 отказов от властей в выезде, художник в 1975 году подал заявление о репатриации в Израиль. Несмотря на уговоры со стороны советских чиновников, в марте 1976 года Неизвестный, воспользовавшись израильской визой, выехал в Европу. Они сказали мне, что если я останусь, все будет хорошо. Но я сказал им, что люди приходят и уходят, а ситуация остается прежней. Десятого марта 1976 года скульптор прилетел рейсом Москва-Вена, в то время главным транзитным коридором в мир западной свободы, в нейтральную Австрию. Работы скульптора были доставлены в порт Генуи. Перед тем, как обосноваться в США, художник совершил турне по городам Европы. Поселился на время в Базеле, Швейцария, в доме музыканта Пауля Захера, мецената, одного из богатейших людей мира. Его жена Майя, тоже скульптор, боготворила Неизвестного. Несмотря на возможность жить и работать в хороших условиях, Эрнст Неизвестный вскоре уехал в США, где, как ему казалось, как и в России, есть простор для монументальной скульптуры. По приезду Неизвестного в США в Вашингтонском Кеннеди-центре был установлен скульптурный портрет Шостаковича. Дар американской стороне был преподнесен виолончелистом Мстиславом Ростроповичем, который на первых порах помогал Эрнсту Неизвестному в США. Слава Ростропович сделал меня членом американской элиты, в которую всю жизнь стараются попасть самые богатые и знаменитые люди. Да не всем удается, и сделал он это на третий день моего пребывания в Америке. Тогда мы открывали мой бюст Шостаковича в Кеннеди-центре, и там Слава меня представил всем, кого он наработал за те 30 лет, что был связан с Америкой. И я сразу вошел в эту среду. Энди Уорхол, Пауль Захер, Генри Киссинджер, Артур Миллер, Рокфеллер, принцесса Грейс. Могу именами бросаться сколько угодно. Я был как свой среди самых модных светских снобов, но эта светская жизнь затормозила мое творчество на многие годы. Я понял, что быть там социальным человеком – это вторая профессия, а у меня времени на вторую профессию нет. В декабре 1976 года художник обосновался в лофте в Сохо, в центральной части Нью-Йорка. Скульптор выбрал место для своей мастерской не случайно. Из-за криминогенной обстановки, царившей в то время в центре Нью-Йорка, район славился недорогой недвижимостью. По соседству студии открыли и другие известные мигранты, входившие в круг общения художников в те годы – Михаил Шемякин и Лев Сбарский. Мы жили в очень страшных условиях, потому что вечером и ночью было опасно выходить. Сбарского несколько раз грабили. У меня на лестнице было совершено убийство. Как Эрнст Неизвестный открывает дверь, чтобы взять газету, на пороге лежит зарезанный человек. Банды сводили между собой счеты. Но это был самый дешевый район, потому что там можно было за $300 снять громадное помещение. Я снимал несколько этажей. Было легко работать. Жизнь в США открыла для Эрнста Неизвестного возможность свободно творить, демонстрировать свое искусство, смотреть на оригинальные работы западных мастеров. Немаловажную роль в карьере Неизвестного в 1980-е годы сыграла галерея Эдуарда Нахамкина на Мэдисон-авеню. Рожденный в Украине, бывший рижский математик, решив кардинально сменить амплуа на Западе, привлекал художников к совместным и персональным выставкам. За продвижение галереи отвечал будущий владелец знаменитого ресторана русской кухни в Нью-Йорке Роман Каплан. Завоевав славу в сфере советского неофициального искусства, галерея, вопреки расхожему мнению, считалась непрестижной. Эрнст Неизвестный вспоминал о времени сотрудничества с Нахамкиным. Важно ведь, что выставляется. Почему сейчас стало главным не что мы делаем, а где мы выставляемся.
Тем не менее, для русского Нью-Йорка Эдуард Нахамкин Fine Arts значила нечто большее, чем галерея «Аутсайдер» по американским меркам. Она являлась культурным центром и стала средой общения представителей русского зарубежья. Неизвестный в США начал выставляться не только как скульптор, но и как живописец. Первые творческие эксперименты Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке были вдохновлены неоновыми вывесками в городах и выразительными проявлениями популярной культуры в рамках искусства, такими как живопись Энди Уорхола или Джаспера Джонса. Например, в работе 1979 года под названием «Поп», что дословно и означает «популярная» или «массовая культура», художник сочетает яркие локальные цвета – красный, белый, желтый, не используя при этом свет, тени или рефлексы. В Большом Яблоке уже проходили выставки советского искусства. В 1974 году в Нью-Йоркском музее современного искусства на выставке «Современные советские художники» была показана графическая работа Эрнста Неизвестного «Битва гигантов». Рисунок и сейчас хранится в фондах этого наиболее представительного музея в мире, послужившего эталоном для многих других институций подобного рода. Художник ценил Америку за уважение к свободе самовыражения. Ему были близки идеи американской мечты, связанные с личностным развитием. Однако уже через несколько лет активной светской жизни скульптор перестал принимать правила социальной игры, все реже участвовал в вернисажах, богемных тусовках, больше времени проводил в мастерской, стремясь к независимости и неформальному общению. Мир Эрнста Неизвестного сосредоточился в его американских студиях на Гранд-стрит 78 и 81, где для гостей всегда были открыты двери. Среди тех, кто посещал ателье скульптора, яркие представители третьей волны эмиграции – писатели и поэты Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Эдуард Лимонов, артисты балета Михаил Барышников и Рудольф Нуриев, художники, выставлявшиеся в галерее Эдуарда Нахамкина и многие другие. Важным местом встречи и общения для эмигрантов стали также рестораны русской кухни. Роман Каплан использовал накопленный опыт работы в галерее, открыв в 1986 году ресторан-клуб «Русский самовар» и превратив его в музей, где постоянно проходили выставки и презентации книг на русском языке. В залах, на стенах были представлены фотографии, рисунки, автографы побывавших здесь посетителей, среди которых немало знаменитых личностей. Совладельцами ресторана были Михаил Барышников и Иосиф Бродский. Часть средств поэта из Нобелевской премии 1987 года была потрачена, чтобы спасти дело Романа Каплана. Бродский ходил на выставки Эрнста Неизвестного, читал стихи в гостях у Нахамкина, печатался с Довлатовым в «Новом американце». Несмотря на свою самобытную историю, ресторан в декабре 2018 года объявил о банкротстве, а большая часть имущества была распродана на аукционе. Третья волна эмиграции явилась продуктом хрущевской оттепели и брежневского застоя, отразив кризисные настроения в культуре целого поколения. В среде шестидесятников это была реакция на неоправдавшиеся надежды, связанные с переменами в общественной жизни после 1956 года. Наступивший период гонений на творческую интеллигенцию и ограничений свобод побудил многих покинуть родину по национально-этническим, евреи, немцы, и по политическим причинам, диссиденты. Немаловажным был еврейский вопрос. Возвращение на историческую родину в Израиль в середине 70-х годов стало для многих шансом впоследствии эмигрировать на Запад. Михаил Шемякин эмигрировал из СССР в 1971 году после многочисленных арестов выставок, конфискации работ и принудительного лечения в психиатрических больницах. Мне было интересно работать в Париже все эти годы. Здесь ко мне пришел успех, но за последние 5 лет у меня сложилось четкое убеждение – двигаться вперед, решать задачи, которые я перед собой ставлю. Возможно, только в США, а еще точнее в Нью-Йорке. Для меня это самый интересный, интенсивный, самый могучий город мира. Я чувствую, что сегодня мне необходим ритм Америки и ее широта. Иосиф Бродский покинул Советский Союз из-за давления властей в 1972 году. Я всегда предпочту страну, из которой можно уехать, стране, из которой нельзя. Михаил Барышников остался на Западе во время гастролей 1974 года. То, что я сделал в России, называют преступлением. Но моя жизнь – это мое искусство. И я понял, что разрушить это было бы большим преступлением.
Сергей Довлатов из-за невозможности публиковаться и преследования властей эмигрировал в 1978 году. Подготовиться к эмиграции невозможно. Невозможно подготовиться к собственному рождению. Невозможно подготовиться к загробной жизни. Можно только смириться. Василий Аксенов выехал по приглашению в США в 1980 году, после чего был лишен советского гражданства. В бегстве, как таковом, всегда есть мотив беды. Недаром говорят, от себя не убежишь. Неизвестному удалось найти возможности для самореализации в США. В Америке Эрнст Неизвестный преподавал в Колумбийском и Гарвардском университетах, где читал лекции по искусству и философии. Он являлся профессором искусства и философии университетов. Здесь я веду большое количество академических занятий в университетах. Читаю лекции в таких как Гарвард, Нью-Йоркский университет, Йель, Беркли, Стэнфорд. Я преподаю философию искусства, рассказывая о синтезе. Темы лекций, к примеру, пространство и время в искусстве, пространство икон, пространство египетского рельефа, пространство Толстого, Достоевского, Данте, маски Толстого, Достоевского, Данте, человек, человеческое тело как символ, об анатомии и не только функциональной или топографической, но и символической, анатомия Рабле, Гомера, Данте. Лекции вызывают довольно большой интерес. Эрнст Неизвестный мыслил себя монументалистом. Стремясь к масштабу, художник увеличивал свои небольшие произведения до размеров парковой скульптуры. Его работы можно увидеть в частных и общественных пространствах по всей Америке. Если в России несколькометровый монумент – это проект, он устанавливается, нужно согласие властей, то здесь этого не нужно. Если человек покупает, он имеет право поставить его где угодно. Мои 3-5-метровые работы стоят в разных местах по всей Америке. Наиболее известные в мире проекты мастера «Новая статуя свободы», «Великий кентавр», «Древо жизни» создавались в США. В конце 1980-х, начале 90-х годов Эрнст Неизвестный получает возможность вернуться на родину, чтобы работать в России над рядом монументальных проектов. При этом художник продолжает жить в Нью-Йорке, где у него уже были признания, заказы, литейный цех. Америка останется домом для мастера до последних дней его жизни.